Вторая чеченская началась для нас, для Министерства внутренних дел Дагестана 1 августа 1999 года, когда группа боевиков, где-то примерно численностью около 1500 человек, вошла в Цумадинский район. Непосредственно я участвовал в боевых действиях в соседнем Ботлевском районе, куда мы прилетели 6 августа. Это были тяжелые, действительно, несколько дней для нас, и не только для нас, для местного населения. Это была большая неожиданность, ход такой большой банды, примерно численность которой мы насчитывали около 2500 человек. Было сразу захвачено в первый же день около 6 сел. После этого началась длительная, так сказать, в течение нескольких дней оборона Ботлевского района. Это было неожиданностью? Ну, война всегда начинается неожиданностью, хотя, в общем-то, особой неожиданностью она и не была. Боевые действия начались по всему периметру дагестанской границы на протяжении уже полугода, они длились. Атакам подвергались заставы внутренних войск, органы внутренних дел, расположенные непосредственно в близости административной границы Чеченской Республики. То есть это было уже, так сказать, было несколько таких операций проведено против, так сказать, дагестанской милиции, против подразделений Министерства обороны, Министерства внутренних дел. Какие были настроения у жителей Дагестана на тот период? Я не хочу сказать, что население было растеряно, таких я не видел, но были, конечно, люди подавлены тем, что все-таки угроза пришла с соседней республики, откуда не ждали. Это раз. Во-вторых, Красная армия, Советская армия, Российская армия получила необычайную поддержку со стороны местного населения. Местное население помогало армии буквально во всем. Женщины носили хлеб, варили мясо, буквально ходили за солдатами, то есть оказывали всевозможную поддержку. Даже были случаи, когда, скажем так, отдельная батарея, артиллерийская, которая вела огонь по противнику, охранялась местным населением. Мальчишки окружали эту батарею. То есть много было таких вот, как бы. В тот момент, и сейчас многие считают, что, видимо, тогда у кого было оружие на руках, тот и являлся как бы участником этих боевых действий. Я вам хочу сказать, что действительными героями вот этого конфликта, вот этой войны, начала этой войны, были люди, простые люди, дагестанские ребята, женщины, которые сделали очень много для того, чтобы, так сказать, этот конфликт был локализован и впоследствии, так сказать, вообще ликвидирован. Когда стало понятно, что уже война подходит к концу, что уже снижается количество боевых действий? Ну, примерно где-то через неделю, когда противник был остановлен, он сделал несколько попыток прорыва через Гудоберенское ущелье, попытка пройти Андийскую зону, причем в Андийской зоне Ширвани Басаев пытался уговорить местное население, андийцев, с тем, чтобы они без боя пропустили вглубь, так сказать, в тыл подразделения Министерства обороны большую группу боевиков. Но андийцы ответили отказом, они не согласились, так сказать, с ролью предателя, повели себя очень достойно. Помимо этого дали такой довольно серьезный отпор боевикам, несколько боевых столкновений непосредственно огневых было в Андийской зоне. Есть житель, которому было посмертно присвоено звание Герой России за участие в боевых действиях. То есть местное население не поддержало, не то что не поддержало боевиков, а осудило вообще эту выходку. Потому что в первую чеченскую войну, ведь андийское население, Ботлевский район, было принято очень много беженцев со стороны, так сказать, Чечни. Они жили в семьях, то есть ни в чем не нуждались, и дагестанцы, жители, в частности, Ботлевского района, они всегда жили, в общем-то, скромно. То, что имели, они делились, и вдруг, через несколько лет, они получают вот такой вот сюрприз со стороны, так сказать, соседней республики. Как вы считаете, почему вообще стало возможно Первая чеченская война, Вторая? Что вот послужило толчком к этому? На мой взгляд, толчком ко всем этим событиям послужило, так сказать, ну, скажем так, ряд таких серьезных
происшествий, которые произошли здесь, в структуре государственного управления самой страны. Принимая решение о начале Чеченской войны, конечно, это уже было, хотя оно, в общем-то, и сложное решение, но фактически, так сказать, решение этого вопроса не формировалось намного дальше, намного глубже. Много вопросов и социального, и экономического характера. Я думаю, что этих факторов наберется не менее 100, которые повлияли на всю вот эту, на изменение этой обстановки. Сейчас ответить, что именно послужило поводом для начала, конечно, сложно. И неправильно было бы, если бы мы назвали одну, две, может быть, 3 причины. Причин там много, действительно. Там целый комплекс причин, которых надо было бы решать. Ну, к сожалению, из той ситуации был найден один из этих вот начала войны. Не лучший выход. Как вы оцениваете результаты вообще у 2 кампаний? Они привели к положительным изменениям? Есть надежда на то, что больше это не повторится и будет дальше мирное существование в этом регионе? Надежда, конечно, есть. Конечно, есть. На протяжении стольких лет столько сил было затрачено, столько человеческих жизней было положено. Я думаю, что ситуация сейчас, она очень благоприятная и имеет тенденцию к качественному улучшению. Посмотрите, что творится в Грозном, посмотрите, как он отстроился, какой он красивый город. Меняется не только, так сказать, внешняя ситуация, а ведь она и изнутри тоже меняется. И в том же нашем Дагестане она меняется, и меняется в лучшую сторону, хотим мы этого, не хотим. Может быть, одни люди признают эти изменения, другие не признают, но они есть, они хорошие, они положительные. Я думаю, любой человек должен надеяться на лучшее.